Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую картопляні зрази з м'ясною начинкою. У нас в Україні їх частіше називають картопляники. І начинка для них підійде будь-яка, тільки не солодка. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Это продукты для начинки. Мясо я отварила и остудила в бульоне, чтобы оно не подсыхало, сверху не появлялась корочка. Добавляла соль, черный перец, горошком душистый, лавровый лист и специи для бульона. Сливочное масло, надо будет еще растительное, лук и специи, самые обычные. Черный молотый перец и соль. Картошку я отварила, она у меня небольшая, поэтому я ее не разрезала, чтобы она поменьше разваривалась, поменьше впитывала в себя воду. Если у вас крупная, можете разрезать на 2 или максимум на 4 части. Для картофельного теста понадобится еще яйцо, мука и тоже соль и перец. И еще воду из картошки надо полностью слить и дать ей постоять 5 или 10 минут, полностью обсохнуть. Первым делом потолку картошку, потом буду готовить начинку. Хорошо ее передавливаю до однородности. Зачищаю уголочки кастрюли, перемешиваю и продолжаю давить. Пока оставляю, пусть остывает до комнатной температуры, и только потом приготовлю на нем тесто. На теплой картошке оно получится вязкое и будет просить все больше и больше муки, поэтому пусть остывает. Проваренное мясо пропускаю через мясорубку, здесь его 500 грамм. Но понадобится только половина, поэтому можете приготовить двойную порцию картошки или использовать оставшуюся начинку для вареников, блинчиков, пирожков. И ее, кстати, можно разнообразить. Добавить к мясу немного картофельного пюре, также можно отваренный рис или яйца, нарезанные мелким кубиком, зелень, пассерованную морковку. Здесь уже учитывайте свои вкусы. Продолжаю готовить начинку. На сковородку наливаю немного растительного масла, разогреваю и обжариваю лук. До красноты его жарить не надо, только так, чтобы немного подрумянился. Добавляю сюда сливочное масло для вкуса и аромата. И еще немного обжарю. Высыпаю сюда мясо, перемешиваю. В принципе, здесь уже все полностью готово. Просто надо вместе все это обжарить. Мясо у меня было не постное, поэтому смотрите по начинке. Если оно у вас получается суховатое, добавляйте растительного масла или сливочного, можно даже немного бульона. По вкусу заправляйте солью, перцем. Мясо хоть и варилось в подсоленном бульоне, но для начинки этого маловато. Вообще начинка должна быть хорошо заправлена специями, тогда и пирожки или сразу у вас получатся вкусными. Она не потеряется в тесте, ее вкус будет хорошо выражен. Все, начинка готова, выключаю огонь. Начинку я высыпала в широкое блюдо, чтобы она побыстрее остыла. И за это время остыла картошка. Я ее иногда перемешивала, или можно неплотно прикрыть крышкой, чтобы она не заветривалась и сверху не появлялась корочка. Перекладываю в миску для замеса, и заметно, что при остывании пюре стало еще плотнее. Так, замешиваю тесто. Выливаю сюда яйцо. Добавляю немного соли. По желанию можно перец молотый, можно укроп, любимую зелень. И здесь уже все по вашему вкусу. И перемешиваю. Так, осталось добавить муку. Здесь 2 столовые ложки. Снова перемешиваю. Масло сюда добавлять не надо. Оно картошку сделает более мягкой. И больше придется добавлять муки. Достаточно будет того, что оно немного масла в себя потянет при жарке. Так, вымесить надо до однородности. Вот, поднимаю все с донышка. Здесь остается немного муки. Все, тесто полностью готово. Беру досточку, подпыляю ее мукой. Хорошо подпыляю. А дальше как вам будет удобно. Тесто можно разделывать, подпыляя руки тоже мукой или смачивая водой.
Немного набрала в тарелку. Смачиваю только ладошки. Вот посмотрите, как себя ведет картошка на мокрых руках. Немножко ее уплотняю. И вот таким вот образом отделяю картопляники. Хотите, отделяйте столовой ложкой, но мне, допустим, удобно так. Видите, картошка не прилипает. Да, порция картошки на каждую сразу где-то по 60 грамм. Может быть, где-то получится немножко больше или меньше. Я отделяю на глаз. Руки немного смачиваю в воде. Делаю вот такое вот углубление, корзиночку. И сюда начинку. Вот, набираю столовую ложку полную с горкой. Вот так вот складываю его пополам, прижимаю начинку. Смотрите, как просто. Подбивайте в ладошках. Ну, вот такая вот получается красота. Шовчика даже не видно. Так, вот складывать надо на муку. Я вам покажу два варианта. А вы попробуйте и определитесь, как легче, как удобнее. Но если вы правильно отварили картошку и пюре у вас получилось плотненькое, а соответственно и тесто тоже, то проблем не будет ни с водой, ни с мукой. Просто кому как удобнее. Вот здесь вот уже пальцы подпыляю мукой, чтобы не прилипали к картошке, так как разделываю на муке. Хорошо защипываю, придаю форму, обкатываю ладошками. И снова все хорошо слепилось. Вот так вот просто, быстро, красиво и вкусно. К яйцам добавляю щепотку соли, чтобы они не так тянулись. Соль хорошо разъедает белок, и яйца получаются более однородные. Сразу подготавливаю несколько штук и обжариваю. Обмакиваю сразу в яйцах, а потом в сухарях. Обжариваю с двух сторон до золотистой корочки на умеренном огне, чуть меньше среднего. И сковородку лучше возьмите с толстым или двойным донышком. На тонкой сковородке они быстро подгорают. Попробую перевернуть. Вот так вот они колируются. Жарятся они хорошо, к сковородке не прилипают. Главное, разогрейте масло. И пока эти жарятся, я подготавливаю следующие. Обжариваю до румяной, красивой, хрустящей корочки, и они полностью готовы. Выкладываю на тарелочку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Вот они уже остыли до теплого. Покажу, какие внутри. Попробую и скажу вам, что это очень вкусно. Подать можно со сметаной, но мне нравится есть их просто как пирожок. Корочка в сухарях хрустящая, в середине нежные, мягкие, очень-очень вкусные. Готовьте с удовольствием і приятного вам апетита. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.